Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Бэрон слышит, что сказала госпожа Азади, и когда он собирается подойти к ней, Дилан тянет его за руку и говорит: «Баран». Пока Азади Ханем выходит со слезами на глазах, Баран смотрит на нее и смотрит на нее. Дилан не реагирует на вопрос Бэрона, с ним что-то случилось. «С тобой все в порядке». Затем он быстро снимает фартук и маску на лице и следует за ним. Когда Харун спрашивает Ясмин, почему Сельма сказала такое, Ясмин злится и заходит внутрь, говоря: «Хватит, хочешь, чтобы я тебе сказала». Пока госпожа Азади находится в больничном саду, Баран подходит к ней сзади, Завет Гэжу Азади кричит и спрашивает: «Что вы сказали?» «То, что я слышал внутри, правда». Госпожа Азади плачет, говоря, что это правда, и говорит Барану, что я заменила мертвого ребенка Хаджера ребенком Айтен и отдала его Хаджеру. Когда Бэрон спрашивает: «Осознаете ли вы, что говорите?», госпожа Азади плачет и говорит: «Мне очень жаль, сынок». Пока Бэрон кричит и говорит: «Как ты это сделал и украл наши жизни», к нему подходит Дилан и спрашивает, что происходит. Госпожа Азади оставляет их в слезах, говоря: «Мне очень жаль, мне очень жаль». Пока Дилан спрашивает, что случилось, вы поссорились с госпожой Азади, это явно что-то серьезное, я вижу вас таким впервые за долгое время, Баран объясняет, что Ферат – мой брат Дилан. Дилан был потрясен, когда услышал это, и спросил, что и как. Слезы текут из его глаз, когда он говорит, что Баран – мой умерший брат, госпожа Ферат Азади украла его у моей матери и обманула всех нас. Как был бы счастлив Ферат, если бы он проснулся сейчас и увидел, что все корабеи были с ним. В последнее время он старается именно для этого и, наконец, получил то, что хотел, но разговаривает с госпожой Кадер, потому что ее нет рядом, мама. Госпожа Кадер, господин Ферат вселяет моральный дух, то, что мой сын поправится и что его семья с ним. К ним приходит госпожа Сабиха и советует Гулю никогда не терять надежду. Бэрон и Дилан думают о том, как такое могло случиться, и расстраиваются. Баран плачет, потому что мы могли бы вырасти братьями, но из-за этой женщины мы выросли врагами, я застрелил своего брата. Думая о том плохом, что он пережил с Бараном Фератом, мы направили друг на друга оружие. Дилан винит себя, говоря: «Как я это сделал?». Дилан поддерживает вас, говоря, что это не ваша вина, не берите на себя ответственность. Когда он говорит, что то, что произошло с Фератом, очень сложно, Дилан говорит, что еще ни для чего не поздно, вы можете встретить его как преодолимого корабея и решить проблему таким образом. Когда Дилан спрашивает, что вы планируете делать, Баран говорит, что об этом должны знать мой отец и Джихан, подобное нельзя держать в секрете. Когда Дилан говорит, что если ты одумаешься, возможно, сейчас неподходящее время, Бэрон говорит, что мы уже упустили подходящее время, Дилан говорит, что ожидание только усложнит задачу. Звонит телефон Джавахира, звонит его отец и говорит: «Я знаю, что это ты застрелил Ферата, ты превысил свои возможности». Джавахир говорит, что это не имеет ко мне никакого отношения, мне просто пытаются это навязать, поэтому я убегаю. Когда его отец просит его заполучить тебя, Джавахир бросает телефон на землю, наступает на него и говорит: «Если ты его найдешь, ты сможешь это сделать». Дилан насильно останавливает Барана и уговаривает его хотя бы не говорить Джихану, ему пришлось пережить очень тяжелые испытания, но не сейчас. «Баран, ты прав, но я должен сказать отцу, он едет в Ферат, он должен знать, что он его сын, и как только он собирается говорить, врачи быстро бегут к Ферату. Все они беспомощно наблюдают за вмешательством врачей из окна. Сердце Ферата остановилось, и они делают массаж сердца. Все со слезами наблюдают за происходящим, господин Кудрет говорит: «Ничего не будет, успокойтесь». Врач говорит, что это наш последний шанс, если мы не сможем вернуть пациента, он ничего не может сделать и делает последнее вмешательство. И пульс Ферата снова начинает учащаться.
И все они официально празднуют. Когда врач выходит, он говорит: мы сделали все, что могли, его состояние пока стабильное, будьте готовы ко всему, но Бог никогда не оставит надежды. Все очень расстроены этим разговором. Гуль, мы его семья. Дилан сказал, что Ферат упрям, он не оставит нас и цепляется за стекло окна, говоря: умоляю, Ферат, открой глаза. Готовя фрикадельки, Ясмин думает о разговоре с Харуном и удивлении тем, что Харун сказал о Сельме. Затем она думает о том, была ли это ложь или проблема с парнем, а затем говорит сама с собой: а как насчет времени, почему он остался с ней той ночью? Чему вы удивлены, мистер Харун? Это сюрприз. Баран входит в Ферат, господин Кудрет, Джихан, Гуль и Дилан наблюдают за ними из стеклянного окна. Баран вспоминает время, когда он стал свидетелем разговора Ферата с Хасаном. Он плачет, говоря: ты был прав, брат, они посеяли между нами семена ненависти, но ты все равно не отказался от нас. Оказывается, ты пришлось столкнуться с тяжелейшим испытанием, и ты остался один. Он говорит: это было у меня перед глазами много лет, но они закрыли глаза и не показали этого. Ты был моим братом, я даже не знал об этом, но теперь я за тобой, пока не умру. Мой Ферат, открой глаза, давай начнем сначала, давай будем такими братьями, что сможем убрать одиночество многих лет из твоего сердца. Смотри, тебя ждут отец и брат, не оставляй нас, просыпайся, просыпайся, чтобы мы могли поговорить, плачет он. Уходя, он целует ее в лоб и уходит. Когда он уходит, ни на кого не глядя, и Дилан следует за ним. Пока Харун размышлял, чтобы я сказал, если бы прямо сейчас позвонил Сельме, это было очень странно. Ясмин не лжет, и она честная девушка. Лучшее, что можно сделать, это позвонить ей, чтобы она могла прийти и поговорить со мной лицом к лицу. К лицу. Когда я говорю Сельме, что нам нужно поговорить о важном вопросе, Сельма очень счастлива. Харун не может понять, почему она так счастлива. Пока Беран продолжает плакать снаружи, Дилан подходит к нему и спрашивает: «С тобой все в порядке? Не пугай меня». Беран чувствует себя плохо, внезапно цепляется за Дилана и говорит, что это бремя слишком тяжелое. Дилан обнимает его и говорит: через что мы прошли, мы переживем и это. Беран говорит, что если я не смогу сказать ему, что он мой брат, что если у меня не будет возможности обнять его, что если все будет слишком поздно, что если Дилан умрет, думая, что он один. Дилан говорит: нет, не делай этого, все пройдет, все раны заживут, ты должен быть сильным. Баран вспоминает немое кино, в котором они с Фератом играли вместе. Дилан говорит, что Коробей не сдается, и они обнимаются. Беран говорит: я рад, что ты со мной, и ласкает его лицо. Сельма приходит в ресторан, и когда Харун спрашивает ее: ты называла Ясмин моим парнем, Сельма отвергает это, говоря, что это смешно, ты мой друг. Харун звонит Ясмин и спрашивает, может ли она повторить то, что вы мне сказали. Когда Сельма спрашивает: ты веришь мне или этой девушке, Харун, конечно, отвечает Ясмин, а затем говорит: не приходи сюда больше, я не имею ничего общего с тем, кто лжет. Когда Сельма уходит, Ясмин говорит спасибо за веру в меня, а Харун говорит Ясмин, что ты никогда меня не знала, и уходит. Выйдя из больницы с Диланом Бараном, он заходит с Джавахиром Шаиром и говорит: давайте пойдем в больницу и навестим нашего пациента, может быть, мы сможем закончить нашу незавершенную работу. Если мы войдем вместе, это привлечет внимание, и я позабочусь. Из остального. Гуль объясняет, что, наблюдая за Фератом с Джиханом, вы злились, но вы злились не на Ферата, он был опустошен тем, что сделал с вами. После Гэжи Азади и господина Кудрета в особняк приходят Беран и Дилан. Когда Баран спрашивает, где мой отец, госпожа Азади отвечает: не делай этого, сынок, не говори мне. Баран очень злится и кричит: ты знаешь, чего я хочу? Должен ли его отец умереть, не зная, что он его брат? Ферат кричит: как ты молчал многие годы, как ты спал? Моя мать умерла от детской боли, мой отец годами плакал из-за ребенка, которого он потерял. Забудь обо всех, подумай о Ферате, как ты сделал это с этим ребенком.
Кудрет Бей спрашивает, что происходит с его криками и почему вы сражаетесь в такой день. Баран кричит: «Я причинял тебе боль ребенка в течение многих лет. На самом деле, твой сын не умер. Ферат, твой сын. На самом деле, твой сын сейчас находится на смертном одре». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.